Всем привет, меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настроить выгрузку заказов по статусу с сайта на платформе CS-Cart в AMO CRM. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать заказы, когда они переходят в необходимый вам статус в другие системы. Например, вы сможете передавать заказы из CS-Cart, которые перешли в определенный статус в AMO CRM. Удобно обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных CS-Cart. Теперь необходимо указать действие «Загрузить заказы по статусу новые». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт CS-Cart к системе Apex Drive. Необходимо указать доменное имя вашего CS-Cart, логин личного кабинета, а также API-ключ. Обратите внимание, что доменное имя должно быть скопировано без дополнительных символов. Перейдите в панель администратора и в разделе API доступ сгенерируйте новый API-ключ, скопируйте его и сохраните изменения. Когда подключенный логин отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». Теперь необходимо указать статус, при достижении которого на основании данных из заказа будет производиться отправка сделок. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы можете увидеть тестовые данные. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем AMO CRM. Теперь необходимо указать действие, например, отправка сделок. На этом этапе вам необходимо подключить ваш AMO CRM аккаунт к системе Apex Drive. Дайте свое разрешение Apex Drive на работу с этим аккаунтом. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». Теперь необходимо указать статус, в котором будут создаваться сделки, когда заказ на CS-Cart перейдет в выбранный статус. Далее необходимо заполнить поля данных. Для того, чтобы добавить новую переменную, необходимо кликнуть в поле и выбрать ее из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на новую строку, необходимо нажать Enter. Когда все необходимые переменные назначены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в AMO CRM.
Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните «Отправить тестовые данные в AMO CRM» и перейдите в ваш AMO CRM. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных в AMO CRM успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!